Добрый день, друзья! Одни из самых желанных орхидей в нашей коллекции – это ароматные орхидеи. Под общим названием они производятся как парфюмерные фабрики. И у меня есть несколько таких орхидей. Я вам их показывала, когда покупала, когда пересаживала. И в этом году вот эта орхидея цветет второй раз. Это орхидея Senshin, парфюмерная фабрика, переводится как аромат. И действительно, у нее нежный цветочный аромат. У нее два цветоноса. Она от меня находится на расстоянии примерно полметра. И я чувствую этот цветочный аромат очень тонкий и очень приятный. И многие спрашивают, а капризны ли такие орхидеи? А стоит ли покупать их взрослыми или можно ли купить их маленькими орхидейками, малышами, заказать азиатов в размере 1,7 или 2,5? У меня на данный момент 3 сорта таких орхидей. Это первая, вторая Parfum Diffusion. Переводится как распространение духов, но, может быть, есть более красивое название. Хочу вам показать ее особенность, как она решила цвести в этом году. Я когда увидела, что у нее растет какая-то почка, мне сначала было непонятно, что же это такое. То ли это детка, то ли это цветонос. Она была вот такая изогнутая, зашла под лист и потом начала развиваться в цветонос. Но часть цветоноса оказалась под листом. Доставать этот цветонос, чтобы не сломать его, я не стала. И получилось цветонос, маленькая веточка, и под листом растет еще одна ветка от этого цветоноса. Эта орхидея более яркая, чем первая. Она с розовым ярким оттенком. Когда я показывала ее пересадку, при покупке у нее было какое-то черное пятнышко на основании. Я его обработала Максимом, но даже сейчас я не могу найти этого пятнышка. Она великолепно выпускает листья, цветет, но мы любим их не только за их аромат, но и за красивые листья в краб. У всех фабрик листья с таким мраморным рисунком. Есть еще две орхидеи. Я покупала их как мини-орхидеи. Это две орхидеи Dusty Bell. Они в этом году цвели зимой и сейчас выпустили по второму цветоносику. Ну, именно цветоносику. Потому что в лето не получается красивого цветения из-за нашей погоды. У нас очень жарко. И хотя на разнице температур весной они выпустили цветоносы, но будет по одному, может быть, 2 цветочка. Но все равно эта орхидея тоже очень ароматная и еще более яркая, чем предыдущая. А вот капризные они или нет, наверное, это судить вам. Вот эти 4 орхидеи абсолютно не капризничали, хотя при покупке у одной орхидеи в горшке оказались грибы. Ссылочку на то видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. Я ее разбирала, ставила на доращивание корней. Грибов было немного. И, может быть, этого даже не стоило делать. Но если бы в горшке была большая грибница, тогда да, тогда разбирайте. Если у вас в горшке, ну, примерно 30 грибов растет. Если 1-2, не трогайте орхидею. Ничего страшного не произойдет. Быстрее вырастут у орхидеи корни, нежели эти грибы погубят орхидею. Поэтому, с одной стороны, я пожалела, что ее разобрала, но с другой стороны, орхидея никак не отреагировала на разборку корней. Она очень быстро начала растить корни
даже в разобранном состоянии, я ее пересадила, она теперь прекрасно цветет. То есть не капризничала у меня эта орхидея, как, впрочем, и эти. Я дождалась, пока у них начали расти корни и листья, пересадила их, и, как видите, цветение у них продолжается. А вот когда мы покупаем маленькую орхидейку, особенно в размере горшка 1,7 дюйма, тогда горшочек сам маленький, и орхидейка очень маленькая. И сложно вырастить такую орхидею до цветения. Была у меня такая орхидея, и есть у меня такая орхидея. Это тоже орхидея Ascension. Я ее покупала до покупки вот этих всех крупных взрослых орхидей. И покупала именно в таком малюсеньком размере. Где-то 3 года назад я ее показывала. Мы ее пересаживали, она прекрасно растила корни, но все равно такой размер орхидеи, он больше уязвим, нежели взрослые орхидеи. И что же с ней приключилось? Да, пересадили, наращивали корни в перлите, она прекрасно растила корни. Но постоянные зрители моего канала знают, что я провожу плановые обработки орхидей от вредителей, в частности от клеща. И когда проводишь такие обработки, невозможно потом, ну это физически невозможно, у всех 300 орхидей убрать вот эту влагу из точки роста. И орхидея начала гнить, причем начала подгнивать точка роста. Моему расстройству не было предела. Мне было так жалко и потраченного времени на нее. Ну и вообще, конечно, жалко, когда начинает орхидея погибать. Что я делаю на тот момент? Я точку роста обработала неразбавленным Максимом. Вот этот Максим виден до сих пор. Вот это остатки той орхидеи, которую я покупала. И, конечно, случилось чудо. Из этой крохотной орхидейки, она была даже меньше, чем вот эта сейчас орхидея, начала расти детка. И вы знаете, детка сейчас уже в росте обогнала маму. Листики, которые оставались на орхидее маме, уже засохли и отпали. Остался только маленький пенек, который обработан Максимом. А это растет детка. Растет значительно быстрее, чем вот эта маленькая орхидея, которую я покупала. Я очень надеюсь, что к осени она зацветет. Вам решать, капризны такие орхидеи или нет. Но я считаю, что взрослые орхидеи не капризны, если вы их купили здоровыми. Любая больная орхидея, она всегда капризничает, она всегда теряет листья, она может потерять точку роста. А здоровая орхидея, если вы правильно за ней ухаживаете, если вы не стараетесь сразу пересадить после покупки, если вы дождались, пока у нее начинают расти молодые корни и листья, эти орхидеи никогда не капризничают. А маленькие орхидеи всегда уязвимы. Но мне повезло. Орхидея дала детку, и я опять буду ждать цветения. Вот это самый-самый первый листик, который начал расти на орхидее, на этой детке. Он даже еще не отпал, но под этим листиком начинает появляться новый корень. И я думаю, что при появлении этого корня, этот первый листик, она отсушит. Но все переживания, которые происходят с этими орхидеями, конечно, уходят на задний план, когда парфюмерные фабрики расцветают и начинают источать свой великолепный аромат. Если вы увидели в продаже такую орхидею, конечно, купите ее. Пусть ее цветы не так крупны и красивы, но аромат великолепен. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.